В Колумбии продолжают разбирать завалы после сильнейшего землетрясения. Там более сотни погибших, еще около 200 человек считаются пропавшими без вести. Оман и Иран уже близки к сделке по Ормузу. Тем временем появились подробности тайного исчезновения Дональда Трампа из Анкары после саммита НАТО. Причем там Иран? США продали на металлолом задержанные танкеры теневого флота Венесуэлы. В Сирии вынесли приговор диктатору Башару Асаду и его чиновникам. В Латвии обнаружили очередной туннель из Беларуси. Страна усиливает границу. Тысячи исков против ТикТока и Инстаграма, а Дональд Трамп вступился за Инфантино. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В колумбийском департаменте Валье-дель-Каука после мощного землетрясения, пропавшими без вести, числится 188 человек. Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприелья. Мы находимся в едином командном центре в городе Кали. И я хотел бы сообщить последние данные о последствиях землетрясения. Около 5000 домов повреждены или разрушены. 35 человек погибли. Около 700 получили ранения. 3 больницы разрушены, еще 18 пострадали. Повреждены 39 школ. Аэропорт также получил повреждения и работает в ограниченном режиме. Но больше всего нас, без сомнения, беспокоит 188 человек, которые числятся пропавшими без вести. По всей стране ранее сообщалось как минимум о 111 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. В Кали к операции присоединились военные и кинологи со специально обученными собаками. На кадрах с места спасатели и добровольцы вручную убирают обломки разрушенных зданий. Из-под завалов уже удалось достать нескольких выживших. С сегодняшнего вечера с 8 часов я ввожу комендантский час до 6 утра. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность в городе и создать условия для продолжения работы спасателей. Есть угроза мародерства, поэтому я распорядился ввести комендантский час и направить военных в Кали. Прошу жителей сразу сообщать о любых попытках мародерства или других угрозах безопасности. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. По данным Геологической службы США, его очаг находился на глубине около 107 километров. Колумбийская геологическая служба назвала его самым сильным землетрясением в стране в 21 веке. Из-за повреждений инфраструктуры несколько аэропортов на западе Колумбии временно приостанавливали работу. Переговоры между Оманом и Ираном о будущем судоходства в Ормузском проливе сейчас находятся на критически важном этапе, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари. Он добавил, что Катар получил позитивные сигналы от обеих стран. Сейчас переговоры находятся на критически важном этапе. Мы высоко ценим усилия наших братьев в Султанате Оман и поддерживаем все усилия, направленные на снижение напряженности. Как вы знаете, мы также активно этим занимаемся и следим за продвижением переговоров, которые сейчас идут между двумя странами — Султанатом Оман и Ираном. Сейчас основное наше внимание сосредоточено на последних событиях в переговорах между Оманом и Ираном. За последние пару дней мы услышали позитивные заявления из обеих столиц и с большим ожиданием следим за дальнейшим развитием событий. Наш главный приоритет — открытие пролива, сохранение режима прекращения огня и обеспечение возможности двигаться дальше к переговорам. Наши посреднические усилия продолжаются, как вы знаете, и переговоры между обеими сторонами также продолжаются. Дональда Трампа тайно вывезли из Турции на другом самолете из-за возможной угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщает The Washington Post. Операцию провели еще 8 июля после саммита НАТО в Анкаре, однако известно о ней стало только сейчас. Для поездки в Турцию Трамп впервые использовал новый президентский Боинг 747, переданный Катаром и переоборудованный для Белого дома. Но обратно он неожиданно должен был лететь на старом Air Force One. Как пишет газета, Трамп поднялся на борт старого президентского самолета перед телекамерами. После этого его незаметно вывезли оттуда на машине кейтеринговой службы, которая обычно доставляет питание к самолетам. Затем Трампа пересадили на меньший военный Боинг C-32. Именно на нем он тайно вылетел в Великобританию. Самолет с Трампом прибыл туда около 10:20 вечера. Старый Air Force One, на котором оставались журналисты, приземлился спустя несколько минут. По данным The Washington Post, такие меры приняли из-за угрозы со стороны Ирана. В тот момент отношения Вашингтона и Тегерана резко обострились, а Турция непосредственно граничит с Ираном. Ранее Трамп объяснял смену самолета иначе. Он писал, что решил воспользоваться старым Air Force One ради старых времен, а новый борт отправился на британскую базу Милден-Холл, чтобы его могли посмотреть американские военные.
Белый дом, комментируя публикацию, заявил, что использует все доступные меры для защиты Трампа. Подробности предполагаемой иранской угрозы там не раскрыли. В Йемене резко обострились боевые действия между хуситами и силами международно признанного правительства. Последней крупной атакой стал удар по портовому городу Моха на Красном море. По данным йеменских военных, погибли 7 человек. Среди них военные и мирные жители. Еще 30 получили ранения. Хуситы заявили, что применили баллистические ракеты и беспилотники. За несколько дней до этого хуситы атаковали Мариб. По данным местных властей, ракеты и беспилотники ударили по жилым кварталам и лагерям перемещенных лиц. Погибли 2 человека, 14 были ранены. Правительственные войска сообщили об ответных действиях на нескольких участках фронта. Еще 6 августа хуситы заявили о масштабных ударах по силам противника на востоке страны. Правительственные источники сообщили как минимум о 30 погибших военных. ООН призвала стороны к сдержанности и предупредила: новая эскалация может перечеркнуть несколько лет относительного затишья. Нынешние столкновения усиливают опасения, что Йемен вновь может оказаться в центре широкого вооруженного конфликта. Большой пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в ливийском городе Эззавия. Пожарные пытаются потушить пламя, охватившее территорию предприятия. Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что рядом с одним из главных резервуаров и сетью трубопроводов упал беспилотник. По данным компании, это уже 3-я атака на нефтяные объекты города за 2 дня. В корпорации предупредили, если удары продолжатся, работу НПЗ могут полностью остановить. Кто стоит за атаками, пока неизвестно. Ответственность за них никто на себя не взял. США продали на металлолом 2 нефтяных танкера, которые были задержаны в январе после американской военной операции в Венесуэле. Речь идет о судах «Эра» или «Лео». Оба ходили под российским флагом и находились под санкциями. Танкер «Эра» американские силы захватили в Атлантике к югу от Исландии после нескольких недель преследования. До этого судно сумело пройти через американскую блокаду в Карибском море. Вашингтон утверждал, что танкер использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. «Лилео» задержали в Карибском море. Это судно находилось под американскими санкциями, связанными с Россией. Оба танкера неоднократно меняли название. «Эра» раньше называлась «Маринера» и «Белла-1», а «Лилео» — «Галилео» и «Вероника». Такая практика часто используется судами, которые пытаются скрыть свою историю и избежать санкций. По данным Lloyd's List, в июле танкеры купила дубайская компания Global Marketing Systems. Цена не раскрывается. В компании заявили, что продажу разрешил суд. Теперь оба судна отправят в Индию, где их разберут на металлолом. Всего после операции в Венесуэле США перехватили до 10 танкеров, связанных с перевозкой подсанкционной нефти. У берегов Омана растет нефтяное пятно после аварии танкера «Каролайн Бизенги». По оценке властей страны, площадь загрязнения уже достигла почти 400 квадратных километров. Greenpeace ранее оценивал ее примерно в 600 квадратных километров. Разлив произошел рядом с охраняемой морской территорией у островов Халаньян. На борту танкера находится почти 1 миллион баррелей российской нефти. Судно загрузилось в Новороссийске в апреле и направлялось в Азию. Первые проблемы возникли еще 8 июня у берегов Йемена. По данным источников Reuters в сфере морской безопасности, на борту мог произойти взрыв. Ответственность за возможную атаку никто не взял. В последнее время много говорят о так называемом теневом танкерном флоте, о растущем числе судов, которые перевозят подсанкционную нефть из Ирана и России. Важно понимать, что каждый такой танкер, загруженный нефтью, потенциальная бомба замедленного действия. Многие из этих судов изначально старые и находятся в плохом техническом состоянии. Сейчас «Каролайн Бизенги» находится у скалистого берега одного из островов. Экологи предупреждают, если корпус продолжит разрушаться, в море может попасть еще больше нефти. Глава SkyTruth Джон Амос говорит, что за 2 месяца на спутниковых снимках не было видно работ по откачке оставшегося груза и стабилизации судна. Нефть в воде токсична и, по сути, ядовита для большинства морских организмов, которые с ней соприкасаются. Она может оказывать сильное и немедленное воздействие на дельфинов и других китообразных, но могут быть и менее заметные последствия. Например, разрушение пищевой цепочки в океане. Мелкие организмы могут потерять способность нормально размножаться или просто погибнуть. В нефти есть летучие компоненты, которые испаряются в атмосферу и образуют своего рода токсичный туман, пары летучих соединений в воздухе над нефтяным пятном. Другие компоненты нефти растворяются в воде. Некоторые из них особенно токсичны и способны быстро распространяться, поэтому разлив влияет и на воздух над нефтяным пятном, и на воду под ним. Более тяжелые компоненты со временем могут осесть на морское дно и оставаться в донных отложениях годами, если не десятилетиями. Мы видели это после других крупных разливов. Например, после катастроф Exxon Valdez и Prestige у побережья Галисии. Поэтому ситуация вызывает серьезную тревогу. А тот факт, что все это происходит внутри охраняемой морской природной территории, особенно беспокоит.
Сирийский суд заочно приговорил Башара Асада к высшей мере наказания — смертной казни. Бывшего сирийского лидера признали виновным в преступлениях, совершенных во время почти 14-летней войны в стране. Приговор огласили 11 августа в Дамаске. Именем арабского народа Сирии суд единогласно постановил следующее. Во-первых, признать скрывающегося от правосудия обвиняемого Башара Асада, сына Хафеза, мать Аниса, 1965 года рождения, виновным в умышленном убийстве более одного человека, умышленном убийстве детей младше 15 лет, умышленном убийстве, сопровождавшемся пытками и жестокостью, подстрекательстве к неоднократным умышленным убийствам, квалифицированным как преступления против человечности и военные преступления, пытках, повлекших смерть, а также в неоднократном незаконном лишении свободы, квалифицированном как преступление против человечности и военные преступления. Приговорить его за это к смертной казни. Сам Асад в суде не присутствовал. Он покинул Сирию в декабре 2024 года, когда силы вооруженной оппозиции начали стремительное наступление и вошли в столицу. После падения его власти Асад уехал в Россию и сейчас находится в Москве. Это первый обвинительный приговор Башару Асаду в самой Сирии после падения его власти. Сирийский диктатор возглавил Сирию в 2000 году, после смерти своего отца Хафеза Асада, который управлял страной почти 3 десятилетия. Таким образом, власть семьи Асадов в Сирии продолжалась более полувека. Переломным для правления Башара Асада стал 2011 год. На волне арабской весны в Сирии начались антиправительственные протесты. Участники выступлений требовали политических реформ. Власти ответили силой. Противостояние быстро переросло в вооруженный конфликт, в который позднее оказались вовлечены различные сирийские группировки и иностранные государства. За годы войны погибли сотни тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В декабре 2024 года власть Асада рухнула после наступления вооруженной оппозиции. К высшей мере наказания сирийский суд приговорил Иатефа Наджиба, бывшего высокопоставленного сотрудника силовых структур при Асаде. В отличие от бывшего сирийского лидера, Наджиб находился в зале суда. Признать обвиняемого Атефа Наджиба, сына Наджиба, виновным в совершении действий, направленных на разжигание гражданской войны и межконфессиональной вражды, что карается в соответствии со статьей 298 Общего уголовного кодекса. Поглотить наказание в виде лишения свободы и привести в исполнение наиболее строгое наказание — смертную казнь, в соответствии со статьей 204 Общего уголовного кодекса, а также суммировать назначенные штрафы и взыскать их в установленном порядке. В 2011 году Наджиб руководил управлением политической безопасности в южной провинции Дераа. Именно события в этом регионе стали одним из главных толчков к массовым протестам по всей Сирии. В начале 2011 года в Дераа были задержаны подростки после того, как на стене появились антиправительственные надписи. Сообщения о жестоком обращении с задержанными вызвали возмущение местных жителей. На улицы вышли люди, требовавшие их освобождения. Силовики открыли огонь по участникам протестов. Появились первые погибшие. Эти события стали одним из ключевых эпизодов, после которых протесты распространились на другие районы страны. Наджиба задержали уже после падения власти Асада. Его процесс начался в Дамаске в апреле этого года и стал одним из первых крупных судебных разбирательств против представителей прежней сирийской власти. В Дамаске сирийцы собрались у здания суда после оглашения смертных приговоров Башару Асаду и представителям его режима. Люди аплодировали, скандировали лозунги и размахивали национальными флагами. Среди собравшихся были жители Дараа и родственники погибших во время войны. Атеф Наджиб арестовал меня, когда мне было 15 лет. Слава богу, сирийская революция победила спустя 15 лет. Слава богу, сегодня Атефа Наджиба приговорили к смертной казни. Эту радость невозможно передать словами. Мы поздравляем матерей погибших с приговором преступнику Атефу Наджибу и надеемся, что новое сирийское государство и президент Ахмед аш-Шараа, дай бог ему долгих лет жизни, привлекут к ответственности каждого военного преступника, который унижал сирийский народ. Мы 15 лет вели революцию ради хотя бы капли достоинства. Слава богу, сирийская революция победила. И сегодня, и завтра, даст Бог, мы восстановим Сирию и сделаем ее такой, какой она была прежде, и даже лучше с Божьей помощью. Уже 14 лет мы были лишены всех сторон нормальной гражданской жизни. Сначала были мальчики из Дараа и девочки из Дараа, затем начались война и ранения. Слава Богу. Поздравляю сирийский народ и каждую мать погибшего, которая отдала своего сына ради этой страны. Прокуратура назвала решение суда первым важным шагом к переходному правосудию. Мы рассматриваем этот приговор как первый реальный и важный шаг на пути к переходному правосудию в современной Сирии. Мы стремимся утвердить принцип неотвратимости наказания,
привлекая к ответственности всех, кто нарушал права сирийцев или совершал против них преступления. Парламент Турции принял закон, который должен стать правовой основой для разоружения и распуска Рабочей партии Курдистана, РПК. За документ проголосовали 468 депутатов. Против — 88. Еще 6 воздержались. Закон определяет, что будет с членами РПК после прекращения вооруженной борьбы. Часть бывших боевиков, не совершавших отдельных преступлений, смогут получить правовую защиту. Для некоторых осужденных за членство в РПК предусмотрена возможность приостановить исполнение тюремного срока. Это должно помочь их возвращению к мирной жизни. Нынешний процесс начался после того, как находящийся в заключении лидер РПК Абдулла Оджалан в феврале прошлого года призвал организацию сложить оружие и самораспуститься. В мае РПК объявила о прекращении вооруженной борьбы, а спустя 2 месяца группа ее участников символически сожгла оружие на церемонии на севере Ирака. Конфликт между Турцией и РПК продолжается с 1984 года и унес жизни более 40 тысяч человек. РПК признана террористической организацией в Турции, США и Евросоюзе. Новый закон регулирует процесс разоружения, но пока не решает более широкие вопросы о политических и культурных правах курдов и будущем самого Оджалана. Латвия усиливает контроль на границе с Беларусью после обнаружения подземного тоннеля, который, по данным властей, использовали для незаконного перехода границы. Рига также объявила о начале операции «Оборотень» против групп, которые помогают мигрантам попасть в страну и затем добраться до других государств Европы. Мы хотим обратиться к тем, кто все это организует. Пожалуйста, передайте им. Сегодня мы положим этому конец. Сегодня началась операция «Оборотень», и она должна положить конец этой организованной деятельности. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и другие. Это будет военная операция в тесном взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами. Наша главная цель — остановить гибридную угрозу, которую Беларусь представляет для Латвии, и в целом пресечь нелегальную миграцию. Во время операции будет усилена охрана восточной границы Латвии, налажено более тесное взаимодействие между государственной пограничной охраной, государственной полицией, национальными вооруженными силами и службами безопасности. Также активнее будут использоваться беспилотные системы для раннего обнаружения и задержания тех, кто незаконно пересекает границу. Латвийско-белорусская граница протянулась на 173 километра. Власти уже вдвое увеличили число пограничников, а теперь намерены активнее использовать беспилотники и привлечь к охране границы военных и полицию. В июле латвийским военным пришлось применить слезоточивый газ и сделать предупредительный выстрел, чтобы остановить группу мигрантов со стороны Беларуси. Рига также планирует координировать действия с Литвой, Эстонией и Польшей. Похожий тоннель на границе с Беларусью в июле обнаружили и литовские власти. Если все пойдет по плану, мы уверены, что нанесем по этой системе настолько серьезные удары, что она просто перестанет быть привлекательной. Ключевой элемент здесь — переправить этих людей дальше в Европу. На самом деле никто не хочет здесь оставаться. Их конечная цель, скажем так, более теплое место, а не провести здесь зиму. Поэтому ключевой элемент всей этой схемы — центры поддержки в Латвии и дальнейшее перемещение мигрантов. Именно по этому звену нам нужно ударить в первую очередь. Мы должны сделать все возможное, чтобы Латвия была для них наименее привлекательным вариантом. Мы также готовы помочь, если подобное произойдет в Литве. Мы это уже обсуждали. Или если это случится в Эстонии или Польше. Потому что эта проблема перемещается. Они просто идут туда, где это сделать проще. Поэтому мы ни в коем случае не должны оказаться самым легким вариантом. Визит Владимира Путина в Новосибирск обернулся для жителей города усиленными мерами безопасности и ограничениями. По данным телеграм-канала «Не Москва», полицейских начали расставлять вдоль предполагаемого маршрута кортежа еще вечером 10 августа. Силовики дежурили примерно через каждые 50 метров. В одном из районов управляющая компания попросила жителей по возможности не выходить на улицу во время проезда кортежа. В объявлении со ссылкой на указания силовых органов также советовали не подходить к окнам, не пользоваться электронными и оптическими устройствами и убрать автомобили с Большевистской улицы и прилегающей территории. Ограничения затронули и Академгородок. В чатах общежитий Новосибирского государственного университета студентов просили не открывать окна и не подходить к ним. Передвижение по кампусу ограничили, а возле некоторых зданий появились металлические ограждения. На значительной части Академгородка, а также в центре Новосибирска появились зоны, где нельзя арендовать электросамокаты. Сам визит жители обсуждают в соцсетях с иронией. В частности, обращают внимание на дороги, где перед приездом Путина спешно залатали ямы и шутят, что теперь ждут еще и снижения цен на бензин. Китайская ракета Long March 7А взорвалась вскоре после старта. Момент аварии сняли очевидцы на острове Хайнань. Ракета поднялась в небо, а затем вспыхнула и разрушилась в полете. Запуск состоялся с космодрома Вэньчан вечером 10 августа. Ракета должна была вывести на орбиту спутник связи China Sat 4B.
Китайское агентство Синьхуа сообщило, что во время полета произошла нештатная ситуация, и миссия завершилась неудачей. Что именно стало причиной аварии, пока выясняют. Для Long March 7 это первый неудачный запуск более чем за 6 лет. Первый полет этой ракеты в марте 2020 года также закончился аварией. Уже через год запуски возобновили, и с тех пор ракета совершила более десятка успешных полетов. Long March 7 используется Китаем для вывода спутников на высокие орбиты. О пострадавших или ущербе на Земле после нынешней аварии не сообщалось. Апелляционный суд США отклонил попытку Мета и TikTok остановить разбирательство. Всего речь идет более чем о 3000 дел против Мета, TikTok, Google и Snapchat. Иски подали частные лица, американские штаты, города и школьные округа. Они обвиняют компании в том, что те специально создавали свои платформы так, чтобы дети и подростки проводили в них как можно больше времени и возвращались снова и снова. Истцы связывают чрезмерное использование соцсетей с ростом тревожности и депрессии среди молодежи, а также с проблемами восприятия собственной внешности. По их мнению, компании знали о рисках, но недостаточно предупреждали пользователей и родителей. Мета и TikTok пытались сослаться на статью 230 американского закона о коммуникациях. Она обычно защищает интернет-компании от ответственности за контент, который публикуют сами пользователи. Однако суд решил, что на этом этапе такая защита не позволяет остановить сами процессы. Судьи также указали, что компании обратились с апелляцией слишком рано, до завершения рассмотрения дел. Это решение пока не означает, что соцсети признаны виновными. Оно лишь открывает путь для дальнейшего рассмотрения тысяч исков и выяснения того, могут ли сами механизмы работы платформ считаться причиной вреда молодым пользователям. Дональд Трамп публично вступился за главу ФИФА Джанни Инфантино, который оказался под растущим давлением футбольных конфедераций. ФИФА совершит ужасную ошибку, если по какой-либо причине хотя бы задумается о замене президента Джанни Инфантино. Он великолепен, только что под его руководством прошел самый успешный чемпионат мира в истории, в 4 раза успешнее любого предыдущего. Если он уйдет, турнир уже никогда не будет таким успешным и прибыльным. Благодарю за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп. Критика в адрес главы ФИФА усилилась после провала проекта FIFA Forward Enterprise. План предусматривал привлечение до 4,2 миллиарда долларов от частных инвесторов в обмен на долю в структуре, которая управляла бы коммерческими правами FIFA. Против выступили УЕФА, CONCACAF и Азиатская футбольная конфедерация. Они обвинили руководство FIFA в непрозрачности и нарушении доверия и потребовали независимой проверки. CONCACAF также пригрозила бойкотом турниров, если подобные планы появятся снова. В центре Берлина, прямо перед театром Volksbühne, появился временный общественный бассейн. Его назвали Volksbad и объявили своеобразной первой постановкой нового театрального сезона. Купаться здесь можно бесплатно. Изначально перед театром хотели установить масштабную художественную инсталляцию с огромным стеклянным резервуаром для погружений. Но проект оказался слишком дорогим, и от идеи отказались. В итоге решили построить обычный бассейн. На него потратили около 300 тысяч евро. Художественный руководитель театра Матиас Лиленталь говорит, что проект также должен помочь городу, где летом общественные бассейны переполнены, а некоторые сталкиваются с техническими проблемами. Решение потратить на временный бассейн 300 тысяч евро вызвало споры. Сам Лиленталь признает, что сумма немалая, но считает проект способом вернуть пространство вокруг театра местным жителям. Бассейн будет работать до 1 октября. Тогда Volksbühne откроет новый театральный сезон после модернизации сцены.